К другим вопросам. На прошлой неделе также знаковым событием, на которое обратили внимание, стал Валдайский форум, прошедший в Сочи, где, как всегда, участие принял президент Путин. В связи с этим вопрос от Алексея Николаева. Здравствуйте. На Валдайском форуме при ответе на вопрос, затрагивающий тему строительства многонационального государства, Путин сказал, что основным фактором успешного построения многонационального государства Россия является толерантность. Но в русском языке и в сознании подавляющей части населения России данный термин несет отрицательный смысл и не имеет ничего общего с теми нравственно-этическими принципами, на которых была построена многонациональная Россия. Налицо подмена понятий. Почему Путин допустил такую подмену? Если нечаянно, то для его уровня это весьма необдуманно и неосторожно. Может, он не понимает разницы? Или сказал это специально для Европы, типа «правильной дорогой идете, товарищи»? Хотя крах Европы не является целью России, а даже наоборот. Насколько я помню, Путин действительно говорил в этом плане слово «толерантность», но здесь он говорил с сильной позиции, а не со слабой. Вот почему-то у нас все время как бы такая позиция: а она их сделали, и все разрушится. Дело в том, что в войне смыслов вот каждое слово несет смысл, каждый знак несет смысл. Вот почему мы должны отказываться от древнего русского солярного знака свастика? Только потому, что гитлеровская Германия под этим знаком творила страшные преступления. Но на каком основании? За свои символы, за свои знаки надо бороться. И в данной ситуации, когда Путин выходит на поле толерантности, он делает обратный контрход. То есть у вас слово «толерантность» носит вот такой характер. И это разрушает ваше государство. Но вы смотрите на то, что у нас есть государство, у нас есть история, и вы видите в духовных скрепах России, в том, что Россия существует как фактор глобальной политики, возможность своего сохранения своих государств, сохранения своей культуры. А посмотрите, какая у нас толерантность. Ведь о чем Путин говорил? Он говорил о сохранении культурной идентичности народа. Он говорил о том, что не все народы в мире обладают такой культурной идентичностью, не все народы способны жить как единый организм и защищать свою страну вплоть до самопожертвования. А если каждый отдельный индивид народа не будет защищать свою страну, свой народ, жертвуя при этом своей жизнью, то Путин правильно указал: такие народы совершенно истребятся. Многих уже нет народов, и многих даже не вспомнить о том, как они были. То есть Путин вышел на поле западной политики, в их терминологию, насытил это своим содержанием, повел активную атаку, имея крепкий тыл, историческую идентичность культурную народа, и здесь записали в абсолютное поражение. Но вы знаете, вот так вот мы Советский Союз потеряли. Советский Союз сдали абсолютно обанкротившимся Соединенным Штатам всего лишь на полгода раньше, чем Соединенные Штаты рухнули. Им перенесли, что называется, вот этот приз на блюдечке с голубой каемочкой, на подносе. Просто держите, владейте нами, управляйте нами. Мы ж сами-то дубы дубами. Нам же нужно вот все. Страна-то обильная, но вот хорошего порядка нет. Вот вы, американцы, хорошо можете управлять нами. Управляйте нами. Это вот, кстати, об историческом мифе, что мы кого-то там пригласили и сказали: страна-то наша обильная, да порядка в ней нет. Вот она, реализация в 20 веке этого исторического мифа. Путин на всех приоритетах ведет атакующую
применять атакующую стратегию. Он все время об этом говорит. И здесь записать в провал, это не слышать Путина, что он сказал. А он там вообще, вот отвечая, матрицу описал. Он сделал целостную картину. У него каждый элемент вписан. Так что нормально все это. И это именно так надо вести глобальную политику. Именно так надо проводить свое управление. Именно так нужно добиваться суверенитета.